мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые ваши вопросы, инструменты для улучшения во всех сферах жизни, ну и практики, настроя, ритуалы, медитации для исполнения желаний и достижения целей. Все в помощь вам. Канал создан в помощь вам. Только одно «но», все равно зависит от вас. Помощь есть, направление есть, а вот стремление к переменам, стремление только ваше и, конечно же, ваши мысли, эмоции и действия сегодня создают вашу жизнь завтра. Все, что с вами происходит, включая события и людей, притянули вы сами. Нравится вам это или нет? Так работает Вселенная. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю. Самое важное, самое основное, на что обратить внимание. И сейчас стихия Земля, знаки зодиака Тельцы, Девы и Козероги. Всегда помните про акцендент. Акцендент, да, влияет на ваше состояние. Это планеты, это звезды, да, влияет. Астрология влияет на нас. Соответственно, от нашего состояния, от нашего уровня энергии зависит и наше настроение, наши мысли. Поэтому я всегда говорю смотреть свой знак зодиака и смотреть знак зодиака вашего акцендента для получения полной картины. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну, высшие силы, Господь, космос. Каждый из нас верит во что-то свое, и то, во что мы верим, работает на нас. В конце видео, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. Люблю я исполнение желаний. Кстати, когда желания исполняются, они все равно исполняются неожиданно и кажется, но это же чудо. Хотя я понимаю, с другой стороны, что к этому чуду я себя готовила. Поэтому тот, кто досмотрит видео до конца и получит карту на исполнение желаний. И, конечно же, дополнительный совет. Очень часто карты показывают дополнение к тому, что выпало в раскладе. Ну что, я начинаю. Начинаю с тельцов. На что обратить внимание и самое основное в ближайшую неделю. Самое основное в ближайшую неделю – это ваши действия. Как вы будете действовать, как вы будете себя осознавать и чувствовать, так и пройдет неделя. Это колесо. В этой колоде это называется просто колесо. В принципе, это колесо фортуны. И всегда, когда выходит эта карта ведет к переменам. А вот если говорить о том, какие это перемены, это карта 50 на 50. 50% это точно позитив, точно улучшение, а вот вторые 50% зависят от того, на что вы сами себя настраиваете. Все равно, как бы там ни было, в любой ситуации есть ваш настрой. И его невозможно убрать. Это, вы не можете быть безучастны к тому, что с вами происходит, к тому, к чему вы стремитесь и чего вы хотите. Есть определенные мысли и эмоции, которые вы излучаете. И вот для того, чтобы эта карта была 100% именно фортуной, удачей, было бы здорово при любых обстоятельствах все-таки настраивать себя на позитив, на позитивный исход, на положительный исход, что бы ни происходило. Все равно в любой ситуации можно найти что-то позитивное, положительное, и если действительно вот в этом случае идет усилием воли себя
сподвигнуть на позитивные мысли и убирать страхи и неуверенность, соответственно, фортуна еще больше будет вам благоволить. А в принципе, интересная неделя, в которую произойдут перемены. Будет что-то у вас меняться. И выполнив то, что я вам посоветовала, вы с большей вероятностью притянете позитивные, положительные перемены. И я вас, в принципе, с этим поздравляю. Девы, у вас неделя будет проходить в более быстром темпе, чем вы это любите. Вы любите планировать, вы действительно планировщики. Вы, когда что-то делаете, к чему-то готовитесь, любите детально все распланировать для того, чтобы потом не было никаких сюрпризов. Но не всегда вы любите сюрпризы. Даже самое интересное, положительные сюрпризы не все из вас любят. Знаю много дев, как женщин, так и мужчин. И у большинства из них вот не любят они сюрпризы по какой-то причине, даже, я же говорю, позитивные, не говоря уже о негативных сюрпризах. А тут получится, что не всегда вам будет удаваться планировать так детально, как вы привыкли. Придется что-то делать быстрее, чем вы привыкли. Поэтому будет небольшое напряжение. Будете напрягаться, вы это, напрягаться имеется в виду, что придется иногда действовать именно по интуиции. Как вам скажет ваша интуиция, не будет времени на детальное планирование. Также в эту неделю будет встреча, вот одна встреча, которую я вижу очень ярко, потому что выпала вот женщина. Тут может проиграться с двух сторон. Или эта женщина будет искать встречи с вами, или вы будете искать встречи вот с этой женщиной для решения каких-то задач. Касаться это может как работы, карьеры и бизнеса, также это может касаться межличностных отношений и здоровья. Эта женщина старше 45, темный цвет волос, темные глаза. Женщина целеустремленная, женщина быстрая, резкая немножко. Некоторые ее высказывания иногда режут слух, потому что вы бы хотели, чтобы высказывалась она помягче, но она другая. Это женщина, которая занимает определенное положение в своей сфере, в своем бизнесе, в своей работе, в своей сфере влияния. Тут встреча, если она нужна вам, тут вам надо будет действительно принимать эту женщину. Вообще людей надо принимать такими, как они есть, или вам не по пути. Потому что нет хороших или плохих людей. Люди такие, как мы к ним относимся. Ваше отношение к человеку и предсказывает то, как человек будет относиться к вам. Поэтому тут уже выбор ваш. Но если вам нужна помощь, и вы сможете встретиться с этой женщиной, получите ту помощь, которую вам нужна. А если помощь нужна этой женщине, тут уже она и вести себя будет по-другому. Когда человек не владеет вопросом, он действительно прислушивается. Ей не очень легко это делать, очень уж у нее взрывной характер, и получается, что она всегда хочет все сразу вчера и быстро. Чтобы, знаете, как без воды сразу к корню вопроса, к корню проблемы. Вы немножко другие, вы объясняете немножко по-другому, поэтому ей все-таки тоже придется подстроиться под ваш темп. А для мальчиков могу сказать, это может быть и новым знакомством. Если вы старше 45, женщина будет вашей ровесницей,
может быть на год младше. Если вы младше 45, то женщина однозначно будет старше вас. Очень она яркая, уж интересная, но рисковатая. Смотрите, выбор, как всегда, ваш. Если кого-то интересует здоровье, то эта женщина может быть и врачом. Тут она владеет вопросом, быстро сможет поставить диагноз и выписать лечение. Это вам как бы в плюс, это ускорит выздоровление. Вот такая интересная и довольно-таки быстрая неделя. Для вас это будет быстрее, чем вы привыкли. Ждет Дев. Ну и Козероги. Козероги будут встречаться со своим прошлым. Будут приходить события из прошлого, будут появляться люди из прошлого. В частности, это женщина, с которой вы были знакомы, с которой было прекращено общение в какой-то момент. Скорее всего, был какой-то конфликт, какой-то непонятная ситуация, и общение было прекращено. Так женщина появится в вашей зоне видения. Это может быть как визит, так и, скорее всего, это будет звонок или сообщение в соцсетях, в мессенджерах. И из того, что вижу, женщина идет с миром. Но захотите ли вы общения с ней, тут уже зависит от вас. И, конечно же, принимать, не принимать, общаться, не общаться, идти на контакт, не идти на контакт – это ваш выбор. А вот события, которые будут происходить, будут напоминать вам прошлые события. И если это положительные, позитивные события, я думаю, вы даже не обратите на это внимания, просто обрадуетесь. Если же это негативные события, значит, вы притянули их тем, что вы не отпустили что-то из прошлого. Простив и отпустив, включая события, людей и поблагодарив, вы сможете избежать дежавю. Особенно негативных дежавю. Я же говорю, когда это идет позитив, мы не обращаем на него внимания сильно. А вот если идет негатив, мы всегда на него обращаем внимание. Также для мальчиков, могу сказать, появится кто-то из ваших бывших возлюбленных, бывших жен и захотят примирения. Опять же, выбор ваш. Ну и совет для стихии Земля. Совет: делайте все, можно сказать, справедливо и близко к правилам, как возможно. И тогда все будет происходить в вашу пользу. Это правосудие. Правосудие всегда подразумевает под собой именно честный и открытый подход к ситуациям, к людям, и действия, которые не принесут вреда кому-то. Всегда, когда что-то мы делаем, было бы здорово, я не хочу употреблять должны, потому что все равно, при всем при том, что это всего лишь мой совет и совет карт, люди иногда это воспринимают как то, что они должны. Вы ничего никому не должны, вы должны быть здоровы и счастливы. А вот ваши действия должны быть на благо вам и без вреда всему сущему, без вреда всем людям и всему остальному. И вот это подразумевает эта карта. Вот такая у нас неделя идет. Я хочу сказать, что у вас неделя будет более быстрая и резкая, чем вы любите, чем вот ваша стихия любит. Вы любите больше планирования, вы любите больше вот с чувством, с толком, с расстановкой. Не все будет так в ближайшую неделю, но неделя все равно интересная. Загадывайте желание. И мы сейчас посмотрим, что же произойдет с вашими желаниями, исполнится, не исполнится. Ну и
получим, может быть, еще один совет от карт. Тельцы, смотрим. Все в ваших руках. Вот действительно все в ваших руках. Я вам уже сказала. Да, если вы правильно подойдете к исполнению своего желания, которое вы загадали, оно исполнится. Потому что все в ваших руках, и ваш настрой, как я сказала по колесу фортуны, это только подтвердила карта, что 50% уже есть, а вторые 50% зависят от вас. От того, как вы отнесетесь к себе, к желаниям и ко всему, что будет происходить. А так, с вашей помощью желание исполняется. Девы, вас ждут счастливые перемены. Ваше желание исполняется, и вот тут есть и человек, который может в этом помочь. Это вот женщина, которую я описывала. Значит, ваше желание тоже исполняется, и принимайте счастливые перемены и улучшения в вашей жизни. Ну и козероги, попросите ангелов. Вот тут, значит, будут, если какие-то спорные вопросы в ближайшую неделю, тут больше это именно к тому, что будет происходить в ближайшую неделю. И иногда, если сами не можете решить, можно действительно попросить свое подсознание, Вселенную, ангелов, чтобы они помогли вам принять правильное решение. Ну и, конечно же, в исполнении желаний то же самое. Попросите ангелов и не пропустите знаки от них, и ваше желание исполнится. Вот такой у нас получился расклад. Ну а я, в свою очередь, желаю вам всего самого-самого лучшего. Принимайте все прекрасное, что хочет войти в вашу жизнь. Очень часто от нашего принятия и зависит, что с нами происходит. Не бойтесь быть счастливыми. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока.